Друзья, всем привет! Большая Камбоджа, Александр и Тимур. Сегодня мы едем на водопад. Давно хотел попасть на этот водопад, потому что когда едешь с Пномпеня в Синоуквиль, слева его всегда видно. Особенно в сезон дождей, он очень полноводный, очень красивый. Жалко, что не получается попасть в него конкретно в сезон дождей, но сейчас уже конец практически сезона дождей. Сезон этот закончился. Вот, и я решил просто съездить, посмотреть, пока не настал сухой сезон. Сухой сезон, его вообще там даже не видно. Вот мы позавчера возвращались с Синоуквиля. Эпи не захотела останавливаться. Ну и мы, решили с Тимуром съездить, что у нас сегодня еще получается последняя неделя выходных после этого водного фестиваля. На самом деле за это время так много наснимал контента, вот все буду выкладывать его. Прям очень много всего. Но вы уже посмотрели там из островов, и вот водный фестиваль, у меня там еще куча контента, который еще нужно обработать. В общем, друзья, приятного просмотра. Хотели мы, правда, кстати, на мотоциклах с ребятами поехать, но вот как-то все и не собрались ехать, а времени уже смотреть этот водопад просто практически не осталось. $6 у меня составил проезд в эту сторону. 6,28, если быть точнее. Ну, на самом деле, в платной дороге есть альтернатива бесплатная. Но там я бы вот вместо 1,5 часов, как у меня сейчас прошло, я бы ехал бы, наверное, точно бы 2,5 бы, как минимум. На час бы больше бы. Потому что я до Платки доехал за 35 минут от дома. Час 27. Ну да, потерял бы. На час бы больше бы, скорее всего. Через 600 метров поверните налево. Да. Поверните налево, да, потому что там, по той дороге я ее помню, мы когда ездили в Синоуквиль, там в Синоуквиль было в последнее время ездить, наверное, часов 5-6 едешь, фуры, телеги, коровы, мотоциклы, там хаос полный. Это, конечно, классное развитие, Камбоджи идет. Поверните налево. Да, поворачиваю налево. Ну, вот такой плотный трафик, к тому же она как бы небезопасна, сами понимаете, когда такой плотный трафик... Конечно, он стал меньше, потому что легковые и автобусы, маршрутки всякие, они переместились именно на платную дорогу. Вроде тут местами кое-где подделали, но я только вот тут участками до Кирирума, в горы Кирирума, допустим, в ту сторону ездил. Вот здесь вот, кстати, тут неплохо даже есть разметка, я смотрю. Нам по ней 20 километров ехать, посмотрим, как она дальше выглядит. Но вот трафик все равно не самый хороший. Что, конечно, друзья, для электрички круто, так это вот смотрите, любой обгон, просто у тебя машина начинает ты просто взлетел, вот уже и 100, просто взлетел даже там 110, это уже ускорился, понимаете. Вот ДВСы все до свидания вообще. Ну, понятное дело, ДВСы какие-то спортивные не до свидания, но то, что здесь вот когда ты ускоряешься, это, конечно, масса эмоций, вот особенно на таких дорогах. Если вы посмотрите прошлые выпуски, которые тогда я только-только начинал канал, еще в 2021 году, когда мы там, по-моему, первый раз в Синоуквиль поехали, вот когда был один из первых роликов, вот ехали по этой дороге, да, вот такая она. Коровы как постоянно, вот сейчас корова выскакивала на дорогу, такая она. Надо быть все время на стреме, как говорится, готовому. Так, друзья, вот так вот здесь сворачиваешь. Здесь такой вот есть поворот. Здесь платный въезд. Посмотрим, сколько он стоит. Hello. 5,000. 5,000 real. Thank you. Акун. 5,000. Вход. О, это детство. Девочка такая улыбчивая, такая не ожидала увидеть здесь иностранца, тут у нас курочки. Так, ну что, друзья, главное, чтобы тут машина еще проехала. Да, дорожка такая специфическая. Да, прям специфическая, прям совсем. О, это и как? Не, ну мы-то тут должны, по идее, проехать. Может, не совсем седан. Я думаю, тут и Лужи. седаны проходят. Это не просто лужи. Это
Река. Река здесь, сынок. Люди на мотоциклах. Вон он, водопад, его прям видно. Где? Вон прямо, видишь, как он большой. Да, дорога такая специфическая. Здесь какой-то такая запруда от этого водопада, наверное. Ну, пока посмотрим, как ехать. Но пока как бы не очень. Машины вот там стоят, там, наверное, парковка. Что такое козы? Вот они, козы. Вот они, видишь, это козы. А, это маленький коня. О, гусь! И гусь тут даже есть, да. Самый гусь ходит. Тут такая деревня прям. Вилледж такой, видишь, тут местные ребята. Блин, да тут красиво. Ох, как красиво. Так, мы вот здесь припарковались. Нам парень, он там молодец, по-английски говорит, молодой, подсказал, что, как, куда идти. Сказал 100 метров подниматься. This way. Ага. Thank you so much. Парень отлично говорит. Подъем такой прям нормальный. Мотик может тут подняться, но мой бы поднялся, но такой все равно сложноватый был бы подъемчик. На мопед точно бы не поднялся бы. Хотя, может, и поднялся бы. Сложновато было бы, вон там вон такие есть моменты. Тимур заметил огромных черных муравьев. Прям такие здоровые. Наподобие такого, как мир укусил. Hello. Ой, это Тимур. Давай. Все. Стартуй. Вот тут иди. Так, ну вот у нас последний этап. Приподустали чуть-чуть, да? Что-то водички с собой даже не взяли. Но тут не 100 метров. Тут больше. Я думаю, наверное, метров... Все вместе метров 500 идти в горку. Точно. Вон водопад уже красуется. Он красив, конечно. Он очень, очень высокий. Гусей. Какие-то надписи здесь такие. Перевести не могу, нет переводчика. Вот там великие машины, видишь? Ну вот такой экотуризм, друзья. Вот там видно трассу на Синоуквиль. Вот когда там проезжаешь, поэтому оттуда очень хорошо видно водопад. Давай, сынок, поднимаемся. Сейчас уже скоро в тень попадем. Сердце бьется? Давай передохнем. Ну что, друзья, вот мы подходим к нему. Ну, он, конечно, огромной высоты. Такая тут дорога к нему специфическая. И это только одна ступень водопада. Выше он еще идет. Да. Потрясающе красивый.
Здесь даже маленькие рыбки вот плавают. Как они вообще сюда забрались? Просто непонятно. Ну, может, откуда-то сверху оттуда выпали. Интересно, что там сверху? Тоже какой-то водоем. Где ты лягушку видел? Где? Туда увидишь, я увидел вот так. Интересно. Вот там попал, вот смотри, на это камень, вот видишь, я увидел, вот он. Супер место. Надо теперь попробовать искупаться. Вот в этой водичке. И вот Мы искупались. Да. Но очень скользко, чтобы куда-то заходить. Поэтому нужно быть максимально аккуратным. Я даже камеру с собой не брал, ни телефон, ничего, потому что очень скользко. Ну, водичка, кстати, такая не холодная, тропическая. Да, я так понял, то объявление написано, что будьте аккуратны, не подходите близко, потому что в камне в водорослях, и поэтому можно подскользнуться и просто пробить себе голову. Легко. Ну, такой путь не особо удобный, не особо комфортный, я так бы сказал, но он того стоит. Вот. Эту всю красоту посмотреть. Не подходи к краю. Не подходи. Здесь опасно. Вот, тут вид такой открывается. Смотрите, какой вид открывается красивый. Спуск на самом деле сложнее, чем подъем. Вот, потому что он такой прям вообще, ну, 40 градусов, может даже иногда даже 45 достигает, такой не особо комфортные камни. Ну, в общем-то, вот такой, друзья, водопад один раз можно посмотреть. Но я еще приеду обязательно, когда будет прям сезон дождей. Это нужно вот где-то вот август, сентябрь, вот когда прям дожди мощно пройдут, потому что я там видел, там прям все так вымывает, тут, наверное, прям очень крутой такой поток воды есть. Но на самом деле, как бы все-таки самые интересные водопады это Мандункири и это на Кулине. Там можно и покупаться на Кулине. В Мандункири, я не знаю, мы, кстати, хотим съездить в ближайшее время туда. Мы были в Мандункири, сейчас я вставлю фотографию, посмотрите, мы были в январе, какая там сила воды, а что же там тогда в сезон дождей. Очень даже интересно. Всем спасибо за просмотр. Короткий будет ролик. До свидания. Телеграм о Камбодже, очень много чего интересного. Подписывайтесь. До свидания. Скажи всем до свидания, сынок. До свидания. По поводу, друзья, зарядок. Вот, кстати, на одной из станций отдыха, получается, здесь есть вот такие разъемы. И 120 киловатт, это мощно. Эта дорога от аэропорта до центра города носит имя бульвар Российской Федерации. На нем, кстати, находятся правительственные учреждения, там Сенат и штаб армии. Однажды спор с одним человеком, который спорил со мной, говорил, что электрокары это прям на самом деле намного вреднее. Но вот давайте вот с простого. Сколько вот, допустим, едет сейчас мототранспорта и сколько выделяется
выхлопных газов. Это огромное количество. Каждый мотоцикл, каждый вот этот тук-тук, он выделяет выхлопные газы. И это влияет на качество воздуха, которое человек потребляет. Вот, допустим, в Китае, там вообще сейчас и автобусы, и большинство, уже, наверное, 50% точно машин, то уже все электрокары. Так там вообще тишина, тихо, и воздух намного стал в Гуанчжоу лучше. Намного. А энергия, которой заряжается эта машина, да, она же все-таки делается, ну хорошо, даже если она делается на тепловых станциях, там же стоят фильтра, которые фильтруют. Поэтому у меня такое мнение по поводу электрокаров, то, что они, по крайней мере, для города, они менее вредны, чем другие автомобили, которые производят огромное количество выхлопных вредных газов. Кстати, в месте бульвар Российской Федерации особенно красив, как раз вот где. Вот это, по-моему, штаб армии. А там вот дальше уже Сенат. Да. Здесь такая красивая улица, красивая прям. В этом месте. Я люблю эту модель. А это типичная камбоджийская картина. Тук-туки и ламборджини.